Мы решили, что видео место, где мы живем сейчас, нужно начинать с улицы, потому что в нем прекрасно все в этом месте. Узенькие улочки центральные, мы живем в центре и некуда. Скоро вы узнаете почему. Вот это наше жилье, апартаменты Пандора. Заходим. Конечно же, мы снимаем не весь дом, у нас небольшая комната, но все, что вы сейчас видите, этим могут пользоваться все гости. У кого-то окошки выходят сюда, во внутренний двор. Все сделано очень красиво, с любовью. Один только пол чего стоит, посмотрите на него. Кто был в Италии, в Помпеях, тот поймет. Вот такой двор, не то чтобы колодец. Тенистый, приятный. Сейчас жарко, полдень, точнее час дня. Самое пекло. Тут во дворе, можно сказать, что прохладно. Нет вот этой удушающей жары 30-градусной. Пожалуйста, хочешь попить что-то? Чай, кофе, пиво, пожалуйста. Садишься. Потом ты попадаешь на ресепшн. Тут такое вот панно на стене. Шикарные деревянные потолки. Видите, не туда уехала. Вот они, деревянные потолки. Мне очень понравились мраморные кресла. Можно оставить чемоданы, пожалуйста, спокойно. И теперь идем к нам в номер. Поднимаемся по лестнице. Оцените высоту потолка. Это наш номер, Айрис. Я думаю, что это, наверное, Ирис. Но есть еще вот что. На балкончик небольшой. И мы попадем тоже во внутренний дворик. Как вы видите, все сделано с любовью, все очень красиво. Только что были там, внизу. Пойдем. Номер Айрис. Так, это маленькая кухонька, она у меня сейчас не влезет в экран, точнее в камеру. Мы можем пооткрывать шкафчики. Я тут уже пооткрывала, мы только сегодня заехали. Вот это наш чай с предыдущего номера. Тут есть, пожалуйста, заварочный чайник, чашки, электрический чайник. Бокальчики там за ним стоят для вина. Это наш хлеб в синем пакете. Это мы в одной деревне ездили тут по горам с утра. Сорвали виноград. Муж говорит, безмерно сладкий. Дом был заброшен и совсем разрушен. У меня есть фотографии, там был только виноград этот рос. Так было жалко дом. Это то, что внутри, шкафчики. Знаете, старые заброшенные дома, это, конечно, очень грустное зрелище. Они же живые. И хорошо, когда появляется вот такая возможность для жизни, пускай даже туристическая, как, например, в этом доме. Это шкафчик входной, у входной двери. Пожалуйста, такая маленькая кухня-прихожая. Тут есть сейф. Ключ у нас на брелке от сейфа. Дополнительная
то ли одеяло, то ли подушка, не знаю что. Так. И, кстати, тут пол также обозначен, вот коридор, да. Давайте посмотрим сразу наверх, потому что вы, кстати, зацените шкафчик. Это все резное. Шкафчик деревянный. А теперь еще внимание. Это деревянный потолок. Очень высокий. Там в углу кондей, который, получается, из своего расположения не дует на кровать. За шкафчиком, за перегородкой такой специальный отсек. Значит, что у нас тут еще? Давайте сразу начнем. Диванчик. Это вот наш чемоданчик, мы уже заехали, но еще не распаковывались, значит, тут был бы бардак, потому что номер реально небольшой. Вот, пожалуйста, сразу кровать. Но он очень красивый. Это все деревянное, опять-таки резная тумбочка прикроватная, телефончик. Это встроенное радио, наверное. Должно было как-то работать. Сработал свет, который вот он. Видимо, диодные лампочки, раз так мигает. Такая люстра. Вот, кстати, проходили мимо одного дома, у них точно так же на стене висели иконы в жилом доме. То есть это так принято. Зеркало. Столик, как сейчас модно. Заметьте, какое подстолье у него. Ванна находится вот за этой дверью, которая с зеркалом. И это такой вот встроенный в комнату куб. Кстати, люстра, если смотреть со стороны, где солнце, вы видите, тут такие милые тюльпанчики на ней. Совершенно шикарно. Так вот это все выглядит. Там под кроватью наши чемоданы остальные, потому что больше их некуда класть. Вот такой пол. Балдахин. Будет все очень мило. Легкая железная кровать, чтобы не перегружать пространство. Итак, ванна. Что могу сказать по поводу ванны? Я уже заценила, что лампочка в ней только одна вот эта. И мыться придется в такой приятной, как это сказать, приятном полумраке. Но душевая очень большая, пока не знаем, как работает. Сюда можно повесить полотенце. И тут есть надпись, опять-таки, как в предыдущем отеле, что нельзя бросать ничего в толчок, даже туалетную бумагу. Все бросается в урну рядышком с толчком. Ванна тоже небольшая, как вы понимаете. Розеточка для фена. Раковина очень прикольная. Мыльце я уже вскрыла. О, смотрите, как мило, этого я не видела. Тут, пожалуйста, тебе набор, шампунь. А тут что? Тут еще одно мыльце. Тут запасной блок туалетной бумаги. И тут запасной блок туалетной бумаги. Очень все здорово сделано. Никакого визуального шума, заметьте. Все как я люблю. Ну, кроме моего синенького пакетика с сывороткой, никакого визуального шума. Автоматически включается вот эта дулка наверху, которая вместе со светом, ну, не знаю, насколько хорошо она вытягивает запахи. Вот такая ванна. Симпатичный пол. Это мы уже расстелили полотенце. Так, я погашу ее. Так, из-за чего же мы сюда заехали? Стоит этот номер 99 евро в сутки с завтраками.
где будут проходить завтраки, мы с вами скоро увидим. Это тоже отдельная история. А теперь давайте посмотрим, почему именно он. Открываем. И что же мы видим? А мы видим самый что ни на есть центр Ханьи. Это Венецианская гавань. Очень хотелось пожить с таким видом. Можно поставить вечером стульчик у окна, взять бокал холодного вина, потому что тут есть холодильник, и мы его не посмотрели. Я помню, он в большой тумбочке у кровати, маленький холодильник. И мы сначала, когда зашли, я подумала, что холодильника нет. Вот такой шикарный вид из окна, из одного и, соответственно, из второго. Согласитесь, номер сразу по-другому заиграл, другими совершенно красками. И уже не важно, какого же он размера. Потому что самое главное в нем это тут. Так, давайте под шум улиц мы с вами продолжим осмотр. Холодильник находится вот тут. Я его уже включила. И немножко загрузила нашей еды. Хамона, пармезана и винца. Это мечеть. Гавань пешеходная. Там расположена куча ресторанчиков. То есть мы живем в самом-самом центре. Вроде бы все посмотрели, но осталась еще одна очень интересная вещь. Это место для завтрака и вообще место, куда ты можешь подняться и провести время, если тебе это нужно. Сфотографировать, сделать селфи, полюбоваться видом, попить вина. А тут, конечно, сейчас будет самое пекло, потому что я повторюсь, время час дня или 2 уже. И тут, конечно же, все нормальные люди предпочитают не находиться на солнце в это время. Вот такой вид на Ханью. Боже мой, как же это клево. Я так понимаю, это restrooms, наверное, для гостей, да, restrooms. Я вижу там раковину. Тут жилые дома вперемешку с гостиницами. Но такого вида, как у нас, за такие более чем скромные деньги, по-моему, было только тут. Это место для завтраков. Завтра в 8 утра мы будем тут кушать. Боже мой, это прекрасно. Это соседний отельчик. Но я, честно говоря, не знаю, сколько в нем стоят номера. У них тоже прекрасный вид из окна. Вот
все, что я имею вам показать. Это уже второе наше жилье на Крите, и оно тоже мега клевое. Я довольна как первым жильем, так и вторым. Все, на этом прекрасном кадре прощаюсь с вами. До новых встреч, до нового обзора.